Добро пожаловать на мой канал. Вы смотрите заключительную серию о подробной постройке самолета Phantom. В основном она посвящена нанесению смывки, везерингу и окончательной сборке модели. Приятного просмотра. Серия начинается с нанесения технических декалей на горизонтальный стабилизатор, после чего жидко развожу масляную краску ржавого цвета, затем наношу ее на места соединения панелей. Потом убираю излишки и стабилизаторы готовы. Теперь перехожу к хвостовой части. Надо нанести эффекты выгорания металла. Для того, чтобы сделать выгоревшие полосы, я нарезал малярный скотч на тонкие полоски. Главное, чтобы они были одной толщины. Я клею их рядом, затем убираю ту, что в центре, таким образом выдерживая одинаковое расстояние между полосами. В идеале они должны быть тоньше, но у меня нет специального инструмента и приходилось резать их вручную по линейке. Старался нарезать их толщиной в 0,5 мм. После того, как все маски подготовлены, начинаю красить небольшими секторами, от светлых цветов к темным. Сначала светло-серым, с небольшим добавлением голубой краски. Затем по краю этих пятен наношу синий контур, а затем и коричневый. Получились вот такие полосы. Теперь на некоторых панелях наношу синие пятна прозрачным синим лаком. Теперь собираю хвостовую часть и крашу жидко разведенной черной краской. Таким образом я делаю следы гари от выхлопных газов.
Технические надписи выглядят слишком контрастно, как яркие наклейки. Чтобы приглушить их, наношу очень тонким слоем краску сверху. Тут можно видеть разницу. Слева приглушенные декали, справа еще нет. Также делаю со всеми техническими надписями, в том числе и на нижней части фюзеляжа. Теперь надо подготовить модель к нанесению смывки и прочему везерингу. Для этого покрываю всю модель еще одним слоем лака. Вообще рекомендуют наносить глянцевый лак, затем смывку и эффекты, а потом уже финальный слой матового лака. Но я решил сразу нанести матовый лак, потому что мне так проще контролировать процесс везеринга, да и сохнет такой лак быстрее. Когда лак полностью высох, решил подкрасить некоторые элементы, которые затерлись со временем. Теперь наношу смывку на поверхность, чтобы выделить всю расшивку и заклепки на модели. Наношу сразу на всю поверхность модели, даю подсохнуть и убираю все лишнее салфетками и white спиритом.
После выделения расшивки перехожу к постшейдингу. Выделяю некоторые панели белой масляной краской, наношу ее точками по контуру или по центру панелей, затем растушевываю жесткой кистью. Иногда использую White Spirit. Эту процедуру я делаю в два этапа. Первый что-то высветляю белой краской, потом даю подсохнуть. И вторым этапом уже наоборот, некоторые панели и контуры затемняю черной краской. Переходим к везерингу. Я использую несколько масляных красок. В хаотичном порядке смешивая их, наношу грязные пятна. Что-то растушевываю кистью, что-то смазываю пальцем, чтобы сделать потеки масла, карии и грязи. В основном пятна наношу на места всяких лючков в области двигателей и закрылков. Это творческий процесс, который зависит только от вашей фантазии. Потому что есть самолеты как очень чистые, так есть и очень грязные. Так что я просто повторяю этот процесс до тех пор, пока мне не понравится.
Также надо запачкать подвесные топливные баки, так как правило, они вообще чистыми не бывают. Наношу прям жирные капли масляной краски на верхнюю часть и добавляю white spirit, чтобы она естественным образом стекала по баку. Потом, после того как краска подсохнет, щетиной наношу дополнительные полосы разводов, уже по направлению полета. Также добавляю жирные разводы возле лючка заправки. Один бак я решил не так сильно пачкать, а просто выделить линии расшивки, сделав затемнение. Черная масляная краска и растушевать. Практически все части готовы, и я приступаю к сборке всех элементов воедино. Уже в процессе сборки заметил, что забыл покрасить некоторые элементы. Не страшно, делаю маски и крашу. Повторюсь, что везеринг это процесс творческий, так что я решил добавить еще разводов, в этот раз черных, более контрастных. Возвращаемся к постшейдингу, а конкретнее ко второму этапу, о котором я говорил. Делаю затемнение некоторых элементов.
Финальные штрихи. Добавляю вертикальных следов от дождя. Делаю очень маленькие точки черной краски и мокрой кистью смазываю их вниз. Главное сделать аккуратные полупрозрачные полосы. Тут важный момент. В инструкции указано таким же цветом окрасить небольшие секции на крыле. На референсе же этого нет, крыло чистое. Также следует рассверлить отверстия для подвесов. Лучше сделать это заранее со внутренней стороны, до того как склеивать две половинки фюзеляжа. Я это забыл, так что ориентировался по фотографиям. Важно, что у центрального подвесного бака вот эти крылышки должны совпадать вот с этими квадратиками. В ходе длительной стройки у меня сломалась эта деталь, так что восстанавливаю ее из кусочка проволоки. Затем добавляю проводку, которую нельзя было добавить, пока не приклеишь створку шасси. Теперь склеиваю двигатели и смоляные сопла между собой на цианокрилатный клей и приклеиваю их на свои места. Потом добавляю эффектов побежалости металла на хвостовой части. Использую фиолетовый металлический и ржавые пигменты. Переходим к фонарю кабины. Очень долго откладывал его покраску, так как пару раз уже переделывал все с нуля. Или краска затекала под маски, или при купании в футуре все же попадала пыль на стекло. Но сейчас не об этом. Крашу, клею декали, наношу смывку, восстанавливаю зеркала и все готово.
Подгоняю остекление по местам и приклеиваю. Вот и подбираемся к финалу. Остается добавить всякую мелочь типа антенн, ПВД и остекление навигационных огней. Остекление со внутренней стороны крашу серебром, а с внешней цветным прозрачным лаком. Я не я, если бы не добавил что-нибудь. На перископ наклеиваю зеркальную пленку. Также кусочек зеркальной пленки вклеиваю на место фары, а затем и само стекло фары. Вот и все готово. Спасибо, что смотрели. Это был большой, сложный и долгий проект, занявший кучу времени. Я буду очень признателен, если нажмете лайк и подпишитесь на мой канал. Впереди будут еще проекты не менее интересные. Для тех, кто испытывает проблемы с YouTube, в описании оставил ссылки на ВК-видео и Рутюб. Пишите комментарии и до новых выпусков.